Подписываясь на канал Мастерская Мастерок, не забудь нажать на колокольчик и поставить галочку, тем самым ты не пропустишь ни одного нового видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами Мастерская Мастерок. Начну я это видео с кадра, такой некий челлендж, который передаю всем другим мастерам. Эдакий натюрморт в начале ролика. У меня он называется «Все, что нужно геймеру для хорошей игры и, собственно, жизни». В общем, передаю всем. Челлендж должен быть смешной, одним кадром, все в одном кадре. Ну и, естественно, надо сказать, что это челлендж от меня. Так, а мы начинаем. У нас сегодня распаковочка. Итак, начнем мы с визуального осмотра. Визуальный осмотр нам показывает, что этот жесткий диск уже вскрывался. Видите, аккуратно пленочка поднята. То есть видно вот по этикеткам, не знаю, как вам на камеру, но мне лично видно, что вот открывалась она до вот этих вот пор, до регулировочного болта. То есть дальше следующий осмотр показывает, что у нас данная микросхема отличается по цвету своему. Она более темная, чем все остальные. Так что вполне возможно, что она сгорела. Двигаемся дальше. Так, раскрутили, смотрим. Значит, видно, что чистили ластиком, что тут уже ковырялись. Дай бог, чтоб ничего не повредили. В общем, винт полностью вскрывался, винт ковырялся. Зачем люди обманывают, я не знаю. Потому что я вспомнил 200 гигабайт. Мне человек звонил и говорил, что никто его ничего не трогал. Ну, в общем, как обычно, люди склонны обманывать. Двигаемся дальше. Кстати, народ, было вот видно по всем винтикам. Вот, конечно, я уже делаю свое предположение, что подобрали неправильный биток меньшего размера, из-за этого послизывались сами кончики всех винтиков. Проверяем сразу относительно земли. И относительно друг друга. Все нормально. Звонится. Не пробитый. Давайте попробуем запустить, посмотрим, что из этого выйдет. Пока пауза. Перевернул диск, положил его на поролон. И потом поговорил с человеком. Он, все по стандарту, что я не я, хата не моя. Я его не открывал, открывал его другой человек, который вас нашел. И то он так открыл, закрыл, сказал, что ничего сделать не может. Но вот если вы вот умные, вы видите, что он паялся. Пахнет он флюсоканифолью, как обычно, самым дешманским, что может быть. И вот он паялся, грелся, потому что поприставала ворса. В это место я обратил внимание, стал более пристально, так сказать, изучать это все. Заглянул под микроскоп и нашел пайку.
Зачем это делалось, почему это все грелось, непонятно. Но при подключении к PS3000 винт вообще не видится. То есть, скорее всего, вот как я вам говорил в начале, что вот если вы вот так посмотрите, видно, что тут тоже вот следы, да, от прогрева, что видно, что грели. Но вот это микросхема логики совсем темная. Может, на камеру будет не так видно, но, короче, ее, скорее всего, и перегрели. Ну и плюс, ребятки, ну видно. Невооруженным взглядом видно, что паялся. Согласитесь. Вот в этом месте он и не паялся, где, в принципе, надо было прозванивать. Вот, особенно прогретое вот это место у нас идет. В общем, грелось все спиртоканифолию. Напишите в комментах, что вы вообще по этому поводу думаете. Я еще сейчас буду смотреть, если я найду в интернете схемотехнику, чтобы посмотреть, нету ли тут никаких отваленных элементов. Как вот у нас вот тут. Где-то я еще видел. И вот тут. Тут вообще похоже, что конденсатор должен был стоять. Потому что вот как раз ножки идут от этого пятачка, они на обратной стороне соединяются, я уже посмотрел. И идут вот сюда. То есть, ну, грубо говоря, надо будет посмотреть по самой схемотехнике, что как там идет. Ну, на первый взгляд, паянный, перепаянный, зачем он гретый-перегретый, зачем это все делалось, хрен его знает. Но это очень плохо. Вот, кстати, скол транзистора. Можете наблюдать. Видите, прямо как что-то выдал, блин. Сейчас посмотрю под микроскопом и вам скажу. Да, ребятки, посмотрел я под микроскопом. Может, сейчас увеличу на макро. Не увеличу на макро. В общем, это он как будто упал или что, я не знаю. В общем, там это реальные выдалки идут в нем. Вот так вот. Так, ну что, народ, первый запуск. Слышим по звуку, что у нас оторвана голова. Скорее всего, вот в него лазили и да, отрывали ее. Вот даже сейчас сниму со штатива и вот покажу вам. Даже вот тут, вот видите, давайте выключу, чтобы его не мучить. Видите, тут даже вот оторвана наклейка, отошла сама по себе. Но вы видели, я ее сейчас пригладил. То есть она от времени сейчас опять, вот видите, приподнимается сразу. То есть, скорее всего, вот эта вот наклеечка была наклеена уже после того, как его, чтобы она хоть как-то фиксировала. Ну, может быть, она и была. Но, во всяком случае, вот этот угол полностью жесткого диска, он поднимался, он скрывался. Вот свидетельствует даже вот тоже оборвана часть. Ну, то есть видно, да, что вот здесь она зеркально чистая, а тут она вот уже, если пальцем провести, она тут 100% еще и наклеим сидит. Ну, сейчас вскроем, посмотрим, что внутри. Но настал тот момент, когда нам нужно снять и посмотреть, что у нас тут. А у нас тут лазили. Сейчас покажу. Так,
камеру было видно. Ну, во-первых, хоть пылинка. А, вот. Вот отпечаток. Я надеюсь, вам видно. Это парковочное место, кстати, головы. Оно идет по самой голове, поэтому тут как бы... Ну вот, вы видите, да? Вот, получается, сейчас. Данный отпечаточек. И, в общем, что вам сказать? Тут идет полное расслоение. Сейчас возьму другой ракурс. Тут вот это вот эти вот блики, вот так вот форменные, это вам не кажется. Это вот невооруженным глазом видно расслоение верхнего блина. Край вообще отслоенный полностью. До не могу. А вот, видите? Вот получается край. Сам он другого цвета. То есть тут хана блину, тут как бы не восстановится. Больше чем уверен, что оно не восстановится. Плюс еще в него лазили, что придает пикантности данному ремонту. Так что такие вот дела, народ. Это у нас не ремонт очередной. Это у нас народ не ремонт очередной. Сейчас мы закрутим последний винтик. Попробуем запустить. Ну, ничего не получится. Тут уже идет отслоение самих блинов. Так что ставим пальцы вверх, пальцы вниз, если вы гомофек. И вот так вот. Всем пока.